И снова здравствуйте, добро пожаловать на мою любимую кухню, где мы с вами готовим вкусно, красиво, полезно и едим все это с наслаждением. Дорогие мои, сегодня я предлагаю вместе с вами сделать ватрушки. Ну вот кто из вас не любит или не помнит наши ватрушки, особенно те, которые такого возраста, как я, с детства? Ну, это же вообще вот, мне когда давали деньги на какие-то там, я не знаю, на ланч, да, или как сказать тогда, на какой-то обед в школе, я обязательно покупала котлету за 10, по-моему, или 15 копеек и ватрушку. Это было просто какое-то неземное наслаждение. А иногда я экономила на котлете и покупала 2 ватрушки. Но сегодня мы с вами будем готовить не те ватрушки, которые на дрожжевом тесте и не такие полезные, как тот рецепт, который мы сейчас с вами сделаем. Идемте готовить. Для наших сегодняшних полезных ватрушек нам понадобится 2 мисочки для того, чтобы мы вымесили с вами тесто и потом нашу начиночку. Противень, пергаментная бумага, кисточка, маленькая лопатка, ложечка, полотенце. А из продуктов питания у нас с вами уйдет для начинки 1 яйцо, 100 грамм яблочного пюре, которое я сама делаю, вы знаете, как рецепт я вам уже давала, 50 грамм изюма, 250 грамм протертого творожка. И теперь для теста тоже 250 грамм творожка протертого, 50 грамм рисовой цельнозерновой муки, 100 грамм яблочного пюре также и еще 1 яйцо, которым мы с вами смажем нашу ватрушку. Немножко ванилина, разрыхлителя и грамулечку буквально соли для баланса вкуса. Ну что, теперь давайте приступать к самому интересному процессу приготовления. Приступаем к приготовлению теста. Для этого мы с вами смешиваем яблочное пюре для сладости. Заметьте, мы сахара с вами не добавляем в наши продукты, в наши полезные продукты. Теперь мы берем творожок, вставляем его сюда же. Вслед за творожком пойдет мука. Мука, опять же, цельнозерновая, рисовая. Я ее очень полюбила, она очень хорошо взаимодействует со всеми ингредиентами. Яйцо. И, опять же, она протеиновая. Ну и теперь добавляем разрыхлитель. Немножечко соли. Соль не хочет у нас выпрыгивать. У меня сегодня гималайская. Какую угодно вы можете добавить. И, конечно же, ванилин. Тоже очень люблю этот продукт. Он так пахнет. Прям будете кушать с удовольствием. Теперь мы это все должны с вами хорошенечко перемешать и сделать тесто. Я даже в этот раз не беру миксер. Видите, взяла такую деревянную ложку. Тесто должно быть таким относительно крутым. Все это перемешиваем. И когда мы вымешаем тесто, давайте его оставим немножечко отдохнуть, для того, чтобы вот эта самая рисовая мука забрала всю влагу. И тесто стало более таким податливым, что ли. Все прекрасно у нас вымешалось. Пахнет за счет ванилина, друзья, совершенно чарующе. Все, оставляем наше тесто на минут 10. Тем временем мы с вами сделаем пока начинку для наших будущих ватрушек. Меняем местами наши миски. И также смешиваем все ингредиенты. Яйцо я оставляю на потом, для того, чтобы мы с вами смазали наши ватрушечки.
творог. Теперь я добавляю изюм. Изюм также даст сладость нашим ватрушкам. И я пока немного возьму яблочного пюре, так половинку, да, и когда мы с вами его, нашу начиночку вымешаем, я попробую на сахар. Все, теперь перемешиваем все это и пробуем на сладость. Я попробовала, я, пожалуй, все же добавлю и остаток нашего пюре, потому что, мне кажется, для меня нормально, но вот, допустим, мой муж, который питается совершенно, ну, правильно, конечно, но любит немножко послаже, скажем так, да. Поэтому я добавлю немножечко пюре, чтобы было по его вкусу. Вы знаете, все свои рецепты абсолютно я сначала опробирую на своих домочадцах. Ну и, конечно же, первым делом это у меня все достается моему мужу. Если он говорит, что было вкусно, тогда я этот рецепт, конечно же, предлагаю вам. Вот так у нас выглядит наша начинка и наше тесто. Смотрите, пока мы делали начинку, видите, оно уже стало более таким густым, что ли. Но теперь будет самое интересное. Теперь мы берем противень и ложечкой будем выкладывать наше тесто для будущих ватрушек. Спрыскиваем его маслом. Вот так вот. И ложечкой будем выкладывать наше тесто. Тесто такое воздушное у нас получилось. Упс. Так. Пока делаем вот так, как пироженки, знаете. А потом мы с вами их разровняем. Так вот. Немножко еще добавим. И остаток добавляем в каждую пирожную ватрушечку. Я взяла силиконовую лопатку и буду теперь формировать аккуратненько наши будущие ватрушки. Так. Делаем углубление по возможности. Формируем ее таких лепешечек. Ну как же у нас уже хорошо пахнет за счет вот этого ванилина. Теперь эти мы немножко сместим вниз. Духовку я уже разогрела. Поставила ее на 180 градусов. И теперь давайте будем наполнять наши ватрушки нашим творожным кремом. Смотрите, как у нас прямо ровненько все получилось. Все чудесненько мы с вами израсходовали. Чуть-чуть добавим. И отправляемся в духовку на 20-30 минут. Зависит все от вашей духовки. У кого-то быстрее работает, у кого-то медленнее нагревается и так далее. Все, дорогие мои, теперь мы отправляем всю эту прелесть, как я уже сказала, в духовку. И когда немножечко наши ватрушки как бы возьмутся, мы смажем их яйцом. Я вам это обязательно покажу. Наши ватрушки, видите, уже немножко подпеклись. И сейчас самое время их смазать яичком. Для того, чтобы они были у нас румяные, красивые и аппетитные. То же самое производим со всеми другими. Ну что, в нашем доме пахнет просто чарующе, волшебно. Какие-то запахи у нас ванили, я не знаю, изюма и вообще просто совершенно шедевральный.
И смотрите, что у нас с вами получилось. Посмотрите, какие они хорошенькие, наши ватрушечки. Посмотрите, какие они румяные. И самое главное, что они какие полезные. Здесь же нет ни грамма сахара. У нас здесь все натуральное. У нас даже мука цельнозерновая рисовая. Если у вас такая мука не продается, возьмите просто-напросто цельнозерновой рис и поместите его в кофемолку, измельчите, у вас будет мука. Все можно делать, это дешевые продукты, все это делается быстро. Со мной получается немножко как бы затянуто, что ли, за счет того, что я вам показываю пошагово. И вот это вот все выкладываю. Когда вы делаете на своей кухне, это будет у вас в 10 раз быстрее. Так что не ленитесь, готовьте, пеките по моим рецептам. Они очень-очень вкусные, действительно сладкие. Все мои рецепты, всю мою выпечку можно кушать даже на стадии снижения веса или же при диабете второго типа. Мои рецепты, у нас есть такая компания, самая большая в мире, Novo Nordisk, они берут мои запатентованные рецепты и с удовольствием кушают люди, которые не очень здоровы, и это им совершенно не вредит. Если кто-то скажет, что нельзя диабетикам изюм, если вам здесь попадется 1 или 2 изюмчика в ватрушке, то, поверьте, это никак не отразится плохо на вашем здоровье. Друзья, пеките, готовьте, смотрите, сколько у нас уже было и пирожков, и хачапури, и всевозможных тортиков, булочек. Кушайте с наслаждением, но, естественно, помните о том, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Во всем должна быть гармония и баланс. Друзья, спасибо, что были со мной и сегодня вместе. Спасибо за то, что у вас у меня все больше и больше, за ваши комментарии. Оставляйте свои пожелания под этим видео, и я с удовольствием, с любовью буду готовить для вас. Ну а на сегодня все. С вами была любящая вас Виктория. Пока!